Открываем тыквенный сезон! Привет, друзья! С вами Ух ты, кухня! Сегодня сразу два простых и вкусных рецепта, после которых, я уверена, вы полюбите этот продукт. Я же полюбила! Начну с самого простого и вкусного. Икра или соус, кому как больше нравится, но то, что это вкусно, факт. Берем сотейник, сковородку или кастрюлю, ставим на огонь. Наливаю растительного масла так, чтобы покрыло дно. Оп! А этим временем нарезаем овощи. Нарезаю хаотично. Нарезка совершенно не имеет значения. О, можно даже на 4 части. Вот так вот. Раз, два, три, 4. Готово. И ничего не жду, сразу выкладываю в масло. Аккуратно, вдруг оно нагрелось. Немножко присаливаю. И обжариваю до мягкости. Следом нарезаю сладкий перчик. 2 штучки. Такой мясистый и ароматный. Также хаотично. Все по шурику, все быстренько. И в то же время все очень вкусно. Когда лук стал вкусно пахнуть, подрумяниваться, добавляю перец. Перемешиваю. И прогреваю все вместе. Так, чтобы даже перчик немножко поджарился. А пока, друзья, царица осени, тыква. Отрезаю кусочек. А так, граммов 600, друзья. Ух. Очищаю от кожицы. И нарезаю на кусочки. А примерно вот такие. Слежу за луком и перцем. Ой, здесь, друзья, у меня все вкусно пахнет и все красиво. На этом этапе добавляю тыкву. Ух! Снова все перемешиваю и обжариваю все вместе. Время от времени перемешиваю, чтобы овощи равномерно поджаривались. Да-да, друзья, именно поджаривались, потому что нам нужны не просто тушеные овощи, а вкусная икра или соус, кому как больше нравится. Когда овощи красиво подрумянились, посмотрите, опа, уже так вкусно пахнет. На этом этапе добавляю 2-3 столовые ложки томатной пасты. Именно томатной пасты, друзья. С помидорами не так вкусно. И паста должна быть вкусная. Снова хорошо перемешиваю. Немного соли, небольшую щепотку сахара и прогреваю несколько минут. Хочу, чтобы и томатная паста немножечко поджарилась. Это придаст соусу вкусный вкус. Прошло около 5 минут. Смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь все по красоте. Паста немножко поджарилась, овощи в ней окунулись, пахнет очень вкусно. На этом этапе, друзья, наливаю воду. Немного. Где-то, чтобы совсем чуть-чуть покрыли овощи. Накрываю крышкой и тушу около 20 минут до мягкости всех овощей. И продолжим. А за это время, друзья, предлагаю начать второй рецепт. Это любимое печенье моего мужа. Оно очень полезное, без сахара, без белой муки и прекрасно подойдет даже диабетикам. Будь здорова. Правда. 100 граммов тыквы натираю на мелкой терке. На самой-самой меленькой. Я уже жду икру. Икру ждешь? Поджарим хлеб на сковороде. И сверху икорку. Я уверена, тебе понравится. Это вкусно. Я такое люблю. Молодец. Овощи нужно любить. Тыкву немножко присаливаю, перемешиваю и отставляю в сторонку, чтобы она немного пустила сок. Для печенья мне понадобится овсяная мука, которую я, друзья, не покупаю, а делаю сама в кофемолке. Обычные хлопья. У меня здесь даже 3 вида. И измельчаю. И овсяная мука готова. Пересыпаю в миску. Мне понадобится 100 граммов. По желанию в печенье можно добавить любые орешки. У меня сегодня арахис. Тоже немножко измельчу его импульсами.
кофемолке. Высыпаю в миску к муке. К овсяной муке и орешкам добавляю еще 100 граммов ржаной муки. Да, друзья, именно ржаной муки. Печенье с ней получается просто бесподобное. Чайную ложечку заменителя. У меня стевия. Чайную ложку разрыхлителя. Это 5 граммов. Также рекомендую добавить в это печенье молотый имбирь. Чайную ложечку. Все хорошо перемешиваю. Пахнет. Пахнет класс, да? Но это же еще не все. Добавляем тыкву, которая немножко пустила сок. Она с солью. Сюда же 80 мл растительного масла. И все. Осталось только это все собрать в общий ком. Сначала я это делаю вилкой. Объединяю все в общий ком. Ничего долго вымешивать не нужно. Как только собралось в общий ком, достаточно. Вот какое тесто получается. Все. Начинаем формовать печеньки. Отщипываю кусочек и скатываю в шарик. Вот такой. И выкладываю на противень. На расстоянии друг от дружки. Сейчас беру обычную вилку и начинаю прижимать печенье. А вот так. Получится и узор красивый, и быстро. Все. Ставьте лайки, друзья, за такой быстрый рецепт печенья. А я печенье ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Пока приготовили печенье, у нас и икра уже. Проверяем на мягкость. Ой, все прекрасно. Убираю с огня и даю немножечко остыть. Когда немного остыло, беру чудо-приспособление, погружной блендер и измельчаю. Аккуратно бережем руки. Угу, готово. Убираю блендер пока. Солю по вкусу. Конечно же, острых ощущений. Черный молотый перчик. И сюда же сухой чеснок. Можно, конечно же, заменить на зубок свежего, но мне с сушеным нравится почему-то больше. Перемешиваю. Смотрите, какая красивая. Класс. Какой цвет красивый. Красивый, яркий, да? И снова ставлю на огонь. Так как я икру не буду заготавливать на зиму, а мы будем ее есть сейчас, я ее просто доведу до кипения. Вот так вот. Чтобы соль растаяла, специи прогрелись. Раз, два, три, четыре, пять. Все, друзья. Выключаю нагрев и даю икре остыть. Кухню кто мыть будет? Ангелина помоет. О, у меня помощница есть. Я люблю эту икру или с гречневой кашей, или на подсушенном хлебе. Сейчас, друзья, и подсушим. И выкладываю на сковородку. Пусть подрумянивается. Все, друзья, прошло 20 минут. Печенька, смотрю, красиво зарумянилась. Можно доставать. Опа! О, какая красота! И, конечно же, даем остыть. Посмотрите, какая красота. Печенье получается хрустящим, ароматным. Ель, это так вкусно, вот попробуй. А сейчас обещанная икра. Посмотрите, какая красота. Яркая, ароматная, густая. По вкусу никто и не догадается, что это с тыквой. Сейчас будем пробовать. Берем кусочек румяного хлеба. Сверху икра. В идеале, конечно же, ее охладить в холодильнике. Тогда она совсем по-другому играет. Ну и пробуем. Во, вкусно. И я хочу. И ты хочешь? А как же? Ну давай тебе. Держи, впервые будешь пробовать? Да. А ну давай.
М. За счет того, что овощи были поджаренные, вкус совершенно другой. Мгм. Вкусно. Мгм. Ставьте лайки, друзья. А я еще один бутербродик. Действительно, очень вкусно. Вкусно. Обалденно. Все, друзья, благодарим вас за внимание. Ставьте нам лайки, делитесь своими рецептами, будем готовить вместе. А я вам пожелаю солнечных, теплых осенних дней, мирного неба над головой, еды вкусной, полезной, разнообразной. Берегите себя и своих родных. До скорых встреч!